Привет, Даня. Завершили только что игру против НИП, проиграли 2-1. Твои комментарии? Комментарии. В общем, рассказать все, что происходило. Ну, на Мираже как бы это наша была карта, мы в ней были уверены, мы тащили, на самом-то деле брали очень много ключевых важных раундов, и где-то нам везло, где-то мы показывали моментами именно ту тактическую игру, которую мы подготовили к этому турниру, и я считаю, все-таки заслуженно выиграли, победили. Вот. Потом мы играли Трейн, это был выбор НИП. На самом-то деле самая главная проблема была на тренере, то что у нас безумно лагало у всей команды. Мы выходили, у нас все время были спайки, это было ужасно, это было каждый раунд, и мы ничего не могли с этим сделать. А почему не остановили игру и не обратились? Я не знаю, потому как типа сказали, что у них тоже так же лагает, но потом, как мы выяснилось, у них такого не было. У нас были очень сильные проблемы, и плюс ко всему это сказалось в общем, то есть это самая важная была причина, но плюс, как бы, наверное, дать можно должное команде НИП, что они хорошо очень играют эту карту, многие команды обыгрывают с уверенным счетом на этой карте, поэтому это их, наверное, самая сильная карта. Вот. Но после того, как мы ее проиграли с уверенным счетом, мы пофиксили проблему со спайками, все решили, ребутнули компы, там пришел админ, все сделал, и мы играли на Дасте. Ну, на Дасте как бы для начала у нас начало не складываться, но затем мы начали тащить. Можно отметить индивидуальную хорошую игру от ребят. Старикс хорошо себя проявил в некоторых раундах. Вот. И в конечном итоге в важном раунде, когда счет был 5-5, мы отдали просто эко. И после этого было пару ключевых раундов, которые мы не взяли. Мы проиграли 10-5, да? Проиграли 10-5. Затем мы взяли пистолеты, которые для нас были очень важны. Первый девайсный раунд, и был счет 10-10. И после этого, наверное, я, как капитан, начал показывать, ну, не то что показывать, неправильно командовать, я считаю, то есть неправильный выбор тактик был, как по мне. И это сказалось на результате в будущем. Мы начали делать неправильные тактики, то есть ходили туда, где нас встречало большинство на точке. Ну и в конечном итоге уверенно проиграли 16-10. Сейчас мы, в принципе, не сильно расстроены, потому как показали достойную игру против НИПов. И наша задача сейчас отдохнуть и завтра настроиться на Virtus.pro или поляков. И хотим выиграть у них и пойти дальше. Что вообще скажешь о сезоне SLTV, шестой сезон? Вы, в принципе, заняли 6-е место, но чудом попали на финал. Как вообще готовились, как отнеслись к тому, что вот такая манна небесная? Мы тренируемся стабильно в последнее время, потому как у нас идут все время лиги разные. И самое главное то, что мы изначально готовились к турниру, который будет в Чехии. Вот, и поэтому это просто для нас такая как бы небольшая проверка, то есть нам повезло, да, что мы попали на этот турнир, и мы хотим максимально здесь хорошо выступить, а наша основная цель — это турнир был в Чехии. Извини, перебью, но в Чехии, насколько я знаю, там пока нет громких имен. Ну, уже есть, уже вчера объявилось, то есть там были проблемы с тем, что неизвестно, какие организаторы, что там и так далее, но затем выяснилось, что это организаторы, которые были в Вене, которые проводили турнир в Вене, плюс ко всему подтвердили свое участие топовые команды, такие, насколько я слышал, как Каген Вульс, Эпсилон, ну еще некоторые коллективы. Вот. И мы сейчас еще не на 100% уверены, что мы поедем, потому как были проблемы с тем, что неизвестно, какие организаторы были на турнире, и не хотелось бы ехать, занимать какое-то топовое место, там, тащить, да, выигрывать, а затем лишиться в очередной раз призов, потому как уже были проблемы и в Португалии нам не выплатили, и в Боснии. Вот. И как бы это на самом деле нас остановило в какой-то момент, то есть мы уже задумались о том, что не ехать. Но вроде как сейчас все наладилось, поэтому мы должны сегодня-завтра решить на 100%, едем мы туда или нет. Ну, так выглядит ситуация по отношению наших тренировок и всего остального. В целом радует ваша победа над НИП, на одной карте. На одной карте, но тем не менее у вас появилась какая-то уверенность.
Но в целом наблюдается ситуация, что у вас спад находится. Ты давал интервью для Game Insight, и ты объяснял это, может, кто-то не читал. Объясни, как вы справляетесь с тем, что вот, вы не можете спад? ничего выиграть? У вас, по-моему, 3 последних турнира, у вас только 3-е место StarLadder. Очень важно это именно отношения между друг другом. Я не знаю, вроде мы как бы все взрослые, да, но у нас все равно происходят вот именно проблемы на личном плане между друг другом. Сколько уже там, 4 года вместе? 3,5? Да, практически 4 года, и это очень сказывается у нас в команде. Я не знаю, как это пофиксить. То есть есть определенные игроки, которых, если у них не идет игра, они замыкаются в себе. И то, что даже было сегодня вот с Непами. И потом... Я лично заметил, что Ваня так замкнулся. Ну, можно отметить, что Ваня, да, и это очень большая проблема на самом-то деле. Я не знаю, как это решить и почему. То есть я считаю, что профессиональные игроки не должны себе позволять замыкаться на чемпионате. То есть это можно делать там позволительно еще как-то на тренировках, да, но когда у тебя есть возможность выиграть у великой команды в данный момент по CSGO, да, и максимально собраться, то есть команда вся тащит, а кто-то выпадает и весь механизм рушится, соответственно, это очень тоже влияет в общем на атмосферу команды. Что с этим сделать, то есть как с этим бороться? Мы боремся, как бы есть положительные моменты, но до конца мы не можем решить эту проблему. Я думаю, что если мы сможем все-таки найдем ключ к тому, как решить эту проблему, то мы лучше поднимемся как бы и в игре. А что, по-твоему, нужно? Нужна победа или все-таки должны быть какие-то радикальные меры, возможно, смена состава, какие-то замены? Я думаю, что в первую очередь люди должны наконец-то осознавать ответственность. Киберспорт выходит на уровень, да, на серьезный уровень все-таки, но там можно, да, где-то отчасти сравнивать с какими-то спортивными дисциплинами, но при этом здесь нету, как сказать, жесткого напряга, который есть, к примеру, там вот, если сравнить там с футболом, да, то есть у футболистов, у меня родной брат, он играет за Зарю, за Дубль, они выиграли чемпионат Украины, кстати, недавно, вот, ему 19 лет, вот он уже там больше 10 лет в футболе, да, и вот я знаю, я вижу, как у него происходит все, то есть и делаю для себя определенные выводы. Так вот, у них настолько все жестко поставлено в том плане, что если ты себе позволяешь дать хоть немного слабинку, то тебя просто сразу избавляются. Ты не нужен никому становишься. Там конкуренция большая. Очень серьезная конкуренция, плюс очень серьезно. То есть игроки, если они как-то себе позволяют засвиститься, да, там, или вести себя, не выкладываться на тренировках, вести себя так, как они считают себя нужным, то есть не делать то, чего от них хотят, чего хочет от них тренер, то от них просто избавляются, и у них очень все очень с этим строго. То есть, если тебе тренер разрешает, к примеру, определенному футболисту там поправиться там, на полкилограмма, если ты поправился на 600 грамм, то у тебя уже вычитают определенную сумму зарплаты. И это очень жестко все. И, то есть все настолько конкретно, а у нас получается каждый может себе позволить, потому что вот я незаменимый игрок и вообще в принципе в компьютерной игре, такой, например, как CSGO, командной игре, да, очень важно, что каждый игрок должен делать определенную работу в команде, и эта работа не может произойти там за 2 дня, она делается там в течение долгих месяцев, да, то есть наигрывается тимплей, наигрываются тактики, и понятно, что тяжело просто взять, заменить игрока, взять другого и сразу с ним играть там тактиками, там, которыми ты отрабатывал. Против самых лучших команд у тебя этого просто не получится. Соответственно, никто как бы составы и не меняет, в принципе. Можно там привести пример как полякам. Да, у них тоже серьезный спад уже на протяжении там долгого времени. В CSGO они, в принципе, никакого такого серьезного результата не показывали, вот, как и мы. И при этом ребята все равно не меняют состав, они стараются быть командой, идти вперед. Но у них тоже какие-то определенные есть, наверное, проблемы там с моралью, там, я не знаю, да. То есть ты думаешь, что смена состава, изменение как бы коллектива не поможет? Она поможет через время. Я думаю, что через время, когда новые игроки, талантливые игроки сыграются с командой, наиграют свою игру, то они могут показывать, начать достойную, хорошую игру.
Вот. Но у нас в команде, то есть как бы вот этот психологический как бы кризис, можно барьер. сказать, барьер, через который люди должны просто, я считаю, повзрослеть и понять, что уже надо вести себя по-взрослому. Мы профессионалы, мы как бы представляем там Украину, да, и за нас много болеют, у нас большая поддержка, и мы как бы обязаны, по крайней мере, показывать то, на что мы способны, а не просто забивать и играть не в ту игру, которую мы можем играть. Вот это самое обидное. То, что мы можем играть лучше, я это знаю. Мы много тренируемся, мы много делаем работы. Но какие-то вот эти мелочи, какие-то вот эти вот моральные, какое-то вот нарушение морали, какие-то расклады, они влияют. Я надеюсь, что все-таки мы сможем с этим справиться, что люди все-таки смогут взять себя в руки, осознают, и в будущем мы будем показывать лучшую игру. Ну, еще, конечно же... Подожди, дай скажу. Да. Ты говоришь, как будто проблема касается тебя не касается. Или считаешь ли ты, что, может быть, ты тоже все-таки какой-то негативный... моя проблема находится в других каких-то вещах. Плоскостях? Ну да, то есть она не находится в морали. То есть мы играем, я как капитан делаю свои обязанности, я даю команде мораль, я пытаюсь... Моя проблема, наверное, там вот в игре с НИП, отчасти, я же говорю, в первую очередь связана с координированием, да, то есть я неправильно допускал ошибки в этом, и неправильно мы ходили, делали раунды, вот. Но это одна часть, а вторая это вот когда люди атмосфера в коллективе. Атмосфера, да. Ну, в общем, как бы я считаю, что мы все равно хорошо, достойно сыграли, просто нам нужно сейчас сделать выводы и идти дальше. Другого ничего не остается. Вот. Конечно, могу еще отметить, что с каждым годом играть становится сложнее. Возраст, да, потому что появляются какие-то дополнительные обязанности, дополнительные какие-то в жизни моменты, которые ты хочешь реализовать без Counter-Strike. Но тебе для того, чтобы быть лучшим, нужно уделять больше времени. Потому как если ты будешь тренироваться там 4 дня в неделю по 6 часов, то другие команды будут тренироваться по 6 дней в неделю, как это было, когда мы 2010-2011 год, да, и тренироваться по 10 часов, то есть именно как китайцы, безумно задрачивают. Вот. И они, соответственно, будут тебя обыгрывать, потому что они будут лучше, потому что они будут делать больше работы. Ну вот, это связано еще с нашим возрастом отчасти. понятно. Ну, тем не менее, я могу сказать, что мы все равно отказываем себе во многом. То есть я, на самом-то деле, у меня была возможность поехать буквально там 25-28 числа там, с семьей там, на море, мне очень хотелось. Я не могу это сделать, я отказываюсь в этом, потому что нужно браться, нельзя подвести команду. То есть можно поехать, взять, забить, понятно, но от тебя зависят люди. Уже как бы команда — это серьезная штука. Вот что можно сказать. Ладно, Дань, спасибо тебе за интервью, отдыхайте, желаю удачи завтра. Вот. Не знаю, как думаешь, с кем будете играть? Я думаю, что с поляками Virtus.pro после Германии находится как бы в более лучшей форме. Я думаю, что все-таки это будут поляки. Хотя, конечно, поляки могут сейчас там собраться и показать хорошую игру. Тем более, последний раз они встречались на Дрюмхаке, и поляки вели там серии со счетом 13-4. Но Virtus.pro собрались, дали им жесткий камбэк. При этом я думаю, что будет игра интересная. Но все-таки, думаю, с поляками должны, по идее, Virtus.pro обыгрывать их. Ну, посмотрим. Хочу передать привет всем нашим фанатам, всем нашим болельщикам. Я на самом деле поражен тому, что очень много людей за нас до сих пор болеют, поддерживают. Очень приятно, спасибо. Придет тот момент, вот мы уже рядом. Мы смогли обыграть на лайне впервые там НИПов, да, то есть у нас этого не было. Раньше мы сыграли довольно-таки достойно там на Дасе, в том же, да, хотя у нас там были какие-то моменты ошибки. Я думаю, что придет тот момент, когда мы сможем все-таки переломить этот барьер и выиграть первое место. И оставайтесь с нами, поддерживайте нас. Большое спасибо. Также хочу сказать большое спасибо нашим спонсорам, которые нас поддерживают. Это Kingston, это SteelSeries, Alendare. Вот. Хорошо, что они у нас есть. Из этого мы можем посещать турниры и хорошо работать. Все. Спасибо.